Жених ее подруги. Журналисты буквально сошли с ума, пытаясь узнать мельчайшие подробности громкого скандала. Лиза неохотно, но все же поблагодарила Алексея за его дальновидность. Никому не дозволялось заходить в дом без его специального указания. Были запрещены даже все телефонные звонки, кроме ее отца. Когда Лиза впервые услышала его голос, он был зол, раздосадован и смущен. Отец не мог поверить, что его дочь встала между лучшей подругой и ее женихом. Он разочаровался в ней. «Надеюсь, Лиза, что ты не пойдешь по стопам своей матери». Это была самая обидная критика, которую она могла бы услышать от отца. Михаил же, напротив, по его мнению, наконец-то сделал хоть что-то заслуживающее уважения. Он бросился в Питер и спас бедную Веру от позора. Нет, отец не разговаривал с ним лично. И нет, он не знает, куда тот уехал. Но самым удивительным было то, что отец понятия не имел о пустом счете компании и о причастности к этому Михаила. «Это ошибка», – строго сказал он. Даже Алексей заслужил больше уважения, чем она. Во-первых, он очень искренне извинился за то, что они с Лизой причинили так много неприятностей. И, конечно же, предложил помощь для восстановления компании. Только Лиза осталась в немилости. Но так и быть, отец приедет на свадьбу. Ведь этого хочет Алексей. Что касается семейства Веры, то они весь день рассказывали прессе, как лучшая подруга их дочери украла ее жениха. «Я разрушительница браков», – сказала Лиза своему будущему мужу по телефону. Последние 3 дня они общались только так. Алексей уехал и, казалось, не собирался в ближайшее время появляться дома. Михаил – рыцарь на белом коне. Вера – жертва предательства. А ты идеальный мужчина во всех отношениях. Вовремя понял свою ошибку в выборе невесты и быстро решил ее исправить. Какая решительность! Алексей лишь рассмеялся. Лизе хотелось налететь на него с кулаками, но он был не здесь. «Когда ты сказал, что отвечать за все придется мне, то не шутил», – прошептала она. «Как только шумиха уляжется, каждая женщина будет завидовать тебе. Уж поверь мне», – успокоил он, – «потому что я ухватила такого жениха, как ты». Не удивилась его ответу Лиза. «Я себя счастливицей не ощущаю, наоборот, чувствую себя игрушкой. И если ты ожидаешь, что я подпишу контракт, который твои адвокаты мне только что прислали, то можешь отправляться к черту. Я ничего подписывать не буду». И она бросила трубку. Алексей приехал на виллу часом позже. Лиза находилась в своей шикарной комнате с видом на озеро. Единственное, что она боялась делать, это выходить на балкон, так как с берега на дом была направлена 1000 фотокамер. Свернувшись калачиком на диване, держа в руках книгу, Лиза сказала, даже не взглянув на Алексея: «Уходи». Он кинул контракт к ее ногам. «Подписывай». Лиза проигнорировала этот приказ. На ней сегодня была надета короткая голубая юбка и желтый топ. Кудрявые волосы раскинулись в беспорядке на подушке. На ее лице, как обычно, не было ни грамма косметики, ноги босые. Алексею наверняка непривычно видеть столь неухоженную женщину. «Подписывай», — повторил он и положил рядом ручку. Лиза продолжала накручивать локон на палец, не обращая никакого внимания на Алексея. Тот тихо выругался, снял пиджак, ослабил узел галстука и сел рядом с ней. Теперь Лиза вдвойне боялась смотреть на него. Алексей был полон решимости, и это пугало ее. «Послушай», — сказал он, — «я не могу жениться на тебе, пока ты не подпишешь это соглашение». «Какая жалость», — протянула Лиза. «Потому что я не согласна. Это чистый бизнес», — попытался объяснить Алексей. «Я владелец банков. У меня огромное состояние. Акционеры могут засомневаться во мне, если узнают, что мои капиталы оказались во власти жены. Не говори им об этом. Они узнают. Такие вещи рано или поздно всплывают. Тебя будут считать жадной, а меня глупым. То есть меня будут называть жадной разрушительницей браков», — подвела итог Лиза. «Прелестно». Алексей вырвал книгу из ее рук и протянул ручку. «Подписывай». Лиза уставилась на ручку, но не взяла ее. «Пожалуйста», — добавил он. «Вычеркни пункт, где говорится о том, с кем будут жить дети в случае развода», — сказала Лиза. Без слова возражения Алексей нашел соответствующий пункт и зачеркнул его, поставив рядом свою подпись. Не просто росчерк, а подпись, которая была больше похожа на произведение искусства. «Теперь сделай то же самое с пунктом, где мне причитаются какие-то деньги». «Не буду», — отказался он. «Так или никак», — предупредила Лиза. «Тогда я ухожу». Алексей встал, захватив контракт, и пошел к двери. «Свадьба отменяется. У тебя час на то, чтобы собрать вещи и убраться из моей виллы. Советую выйти через вход для слуг, чтобы избежать журналистов.
Ах да, не забудь сказать отцу, что он должен мне и банку по 5,5 миллионов долларов. С этими словами он взял пиджак и открыл дверь. Лиза вскочила на ноги. «Хорошо, я подпишу», – воскликнула она, ненавидя себя за это. Алексей остановился. Высокий, гордый, сексуальный. Лиза не могла бороться с теплом, разливавшимся по ее телу. Он развернулся, отбросил пиджак и протянул ей контракт и ручку. Лиза нацарапала свою подпись и вернула ему бумажки. Алексей взял их только для того, чтобы через секунду уронить на пол. Не успела Лиза что-либо понять, как оказалась в его объятиях. Одна его рука держала ее за голову, а вторая за бедро, что позволило Алексею крепко прижать ее к себе. И если раньше она ничего не знала о страсти, то теперь узнала о ней все за 1 секунду. Алексей целовал ее так, что Лиза начала дрожать от возбуждения. Тогда он подхватил ее на руки и понес на кровать. «Не надо», – прошептала она, когда Алексей положил ее на постель и посмотрел так, будто уже раздел взглядом. Но все же он нашел в себе силы остановиться. «Минус еще 3 евро с твоего долга, Елизавета», – проинформировал он и ушел, но Лиза успела заметить его возбуждение. Алексей не мог себя контролировать. И это распаляло Лизу еще больше. Она свернулась калачиком на диване, пытаясь усмирить нахлынувшие на нее эмоции. Сияющий вертолет приземлился недалеко от виллы, чтобы доставить Лизу на свадьбу. Этим утром знаменитый дизайнер прилетел из Парижа и привез ей платье и фату. Он был первым, кого Лиза увидела за эту неделю, помимо Алексея и прислуги. Но она знала, что ее отец уже в Питере. Также Лиза была в курсе того, что она все еще остается в центре скандала. Об этом ей с упоением рассказывала Катя, служанка. Лиза же могла думать только об одном – как она со всем этим справится. Единственное, чему девушка была рада – это потрясающему платью. Дизайнер потрудился на славу, чтобы тонкий шелк подчеркивал все прелести невесты и скрывал все недостатки. «Перестаньте кусать губы», – посоветовал дизайнер, – «они у вас и так алые, как розы». Это сведет Алексея с ума. Я совершенно не удивлен, почему он смог забыть красавицу Веру. То, что я вижу сейчас. «Перестаньте», – попросила Лиза. Она никому не позволит плохо говорить о Вере. Она очень по ней скучала. Ей так не хватало их разговоров. И, конечно, Лизе очень хотелось узнать, как они с Михаилом решили сбежать и где пропадают сейчас. В дверь постучали, и в комнату вошел Луис Дворецкий. «Пора», – сказал выразительным и в то же время тихим тоном. Отец ждал ее у церкви. Он выглядел моложе, чем 2 недели назад, когда она оставила его в Екатеринбурге. Однако холодное разочарование в его глазах убивало Лизу. «Ты прекрасно выглядишь», – заметил он. «Совсем как мать». Отец сухо поцеловал ее в щеку и повел в церковь, наполненную любопытствующими. Лиза шла к алтарю и боролась с желанием повернуться к отцу и рассказать всю правду. Нестерпимо думать, что отец считает ее эгоистичной разрушительницей чужого счастья. Алексей посмотрел на нее, и его взгляд как магнит притянул Лизу. Отец Лизы передал ему свою дочь, и дальше все происходило как во сне. Священник читал молитвы, выслушивал клятвы, объявил их мужем и женой. Даже поцелуй Алексея показался ей простой печатью, подтверждающей договор. 4 евро, машинально посчитала про себя Лиза. Ей понадобится целая жизнь, чтобы расплатиться с ним. Алексей улыбнулся, будто знал, о чем она думает. Они вышли из церкви, и Алексей сразу же прижал ее к себе, так как толпа зевак обступила их со всех сторон. По дороге к лимузину выстроилась цепь охранников, и Алексей быстро усадил жену в машину, которая тронулась, как только он сел рядом. Лиза тяжело вздохнула. Она все же сделала это. Она вышла замуж за жениха лучшей подруги. «Значит, ты все-таки не забыла, как дышать?» – хмыкнул Алексей. «Кажется, да», – подумала Лиза. Она взглянула на свой безымянный палец, на котором теперь сверкало обручальное кольцо. Неожиданностью для нее стало то, что точно такое же кольцо обрамляло палец Алексея. Теперь Лизе стало интересно, те ли это кольца, которые были куплены к свадьбе с Верой. «Я не настолько бесчувственный», – неожиданно сказал Алексей. То есть он все-таки читает ее мысли. «Но платье, по крайней мере, было мое», – хмыкнула она и почувствовала на себе его тяжелый взгляд. «Тебе не нравится платье?» – поинтересовался муж. «Он что, ослеп? Оно мне очень нравится. Это самое красивое свадебное платье, которое я когда-либо видела. И ты в нем выглядишь изумительно. Никто не усомнился сегодня в моем выборе. Еще один пункт в твоей замечательной биографии». В первый раз после поцелуя она взглянула в его глаза и сразу же пожалела об этом. Эти бездонные глаза сводили ее с ума.
«Не жди поздравлений по этому поводу от меня», – пробормотала Лиза и отвернулась. «Я разочаровала своего отца», – добавила она. «А теперь ты рискуешь разочаровать меня». То, как Алексей сказал это, заставило Лизу повернуться к мужу. «Мы заключили сделку», – холодно напомнил он, что не будем отрицать наличие главной причины, по которой наш брак стал возможным. Он имел в виду взаимное притяжение. Лиза открыла рот, собираясь возразить Алексею, но он не дал ей вымолвить ни слова, остановив ее движением руки. «Будь осторожна, моя красавица», – предупредил он. «Ты же не хочешь, чтобы твой острый язычок довел тебя до беды. Твой отец забудет про свое разочарование, как только поймет, насколько выгоден этот брак для него. Ты не разочаруешься во мне, когда мы окажемся в одной постели». «А я», – улыбнулся Алексей, – «перестану испытывать разочарование, когда тебе надоест жалеть себя. И ты вспомнишь, что стала моей женой, и теперь моя фамилия – это и твоя фамилия тоже. Елизавета теперь носит одну из самых известных фамилий в Питере». Лиза впервые слышала столь пламенные слова от Алексея. Вдохновенно прокомментировала она. «Эта речь, как я понимаю, должна потешить твое самолюбие и указать мне на мое место. Но я данного эффекта не добился». Лиза покачала головой. «Ты все еще тот, кто шантажом вынудил меня выйти замуж. А я все еще та, кому ты платишь, чтобы укрепить свое эго. Думаешь, на свете мало женщин, которые хотели бы поменяться с тобой местами?» «Уверена, таких не сосчитать», – холодно ответила Лиза. «Но разве не ты мне говорил, что не будешь охотиться?» В следующую секунду Алексей притянул Лизу к себе и страстно поцеловал. Казалось, будто в каждый поцелуй он вкладывает все больше чувства и эмоций. У нее перехватило дыхание. «Видишь», – тихо прошептал он, – «мне и не надо охотиться». Лиза залилась краской. Ее слова явно противоречили ее реакции. Она вырвалась из его объятий и дрожащими руками начала приводить свое платье в порядок. Алексей не переставал пожирать жену взглядом. И самым страшным в этом взгляде была насмешка. «Однажды я тебя уже предупредил, дорогая», – с улыбкой на губах сказал он. «У меня больше опыта в таких вещах. Перестань бросать мне вызов. Ты ведь знаешь, что проиграешь». Машина затормозила, и Лиза глянула в окно. Они уже подъезжали к вилле, а она этого даже не заметила. Но еще больше ее удивило то, что она понятия не имела о сухопутной дороге, по которой они только что проехали, обогнув озеро. Лиза не решалась выйти из машины, чтобы не попасть под объективы камер. И каково же было ее удивление, когда она увидела огромный шатер, который скрывал их от любопытных взоров. Теперь ни один журналист не мог увидеть, что будет происходить в саду виллы. Если бы здесь была Вера, то Лиза спряталась бы за ее спиной, как она всегда любила делать. Но сейчас именно ей пришлось быть в центре внимания и приветствовать гостей. Его гостей, напомнила себе Лиза. Это его свадьба? И ее друзья даже не были приглашены. Только отец, который сухо обнял ее. Взгляд дочери умолял о понимании, но отец видел лишь женщину, похожую на бывшую жену, и в его сердце не находилось места для прощения. Лиза с трудом сдерживала слезы, когда он отвернулся от нее и ушел. «Объясни мне, что, черт побери, здесь происходит», – потребовал муж, который стоял возле нее. Но Лиза лишь покачала головой. Такой человек, как Алексей, никогда не поймет, что значит быть раздавленной отцовским осуждением. Все эти годы после предательства матери Лиза пыталась доказать, что она другая. Но теперь, похоже, все старания добиться уважения отца пошли прахом. Алексей обнимал ее за талию, и Лиза продолжала улыбаться веренице гостей, вежливо отвечая на их поздравления. В саду был организован шикарный банкет, но, несмотря на это, Лиза весь день простояла с нетронутым бокалом шампанского в руках. Друг Алексея рассказывал шуточки, на которые она не реагировала, потому что они были слишком пошлые. И каждый раз, когда Лиза хотела подойти к отцу, чтобы спросить о Михаиле, Алексей увлекал ее в противоположную сторону. Это был самый долгий день в ее жизни. И когда Алексей прошептал невесте, что ей нужно переодеться, она так обрадовалась предлогу уйти, что даже не поинтересовалась, зачем это нужно. В спальне ее ждала Катя, которая по привычке без умолку болтала. «Как жаль, что пора снимать это красивое платье», – вздохнула она, помогая Лизе расстегнуть корсет. «А ваш гардероб уже в пути и будет ждать вас там, где вы проведете сказочный медовый месяц». «Медовый месяц?» – с удивлением спросила Лиза. «Конец третьей части».